Мороз, мороз. Ой, мороз, мороз, не морозь, брось. Братья вместе даже как... Всем привет, на связи Эксперт Морозов. Сегодня я нахожусь на улице Красная Сосна, где находится кузовной цех. И я буду контролировать ремонт, автомобиля, который направили по ОСАГО. Ремонт приличный. Сейчас жду клиента. Мы сейчас будем сдавать автомобиль в ремонт. Ну и, соответственно, сразу будет дефектовка. Дефектуем, чтобы все было правильно и детали все были правильно заказаны. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Сейчас проводим дефектовку Hyundai Creta. Мое присутствие взбодрило сотрудников. Сотрудник сказал: да вы что, да мы так всегда работаем, вообще у нас все супер, класс. Вот, я уже здесь был, и так они не работают. Поэтому сейчас дефектуем, дальше смотрим. Сейчас я буду вам показывать сотрудников данного сервиса. Кто-то себя, может быть, узнает. Здесь всего где-то 2 человека или 3 русских, остальные все ребята с ближнего зарубежья. Качество не знаю, какое они выдают, что они делают, есть ли у них какой-то опыт работы. Если работают, наверное, есть. Сейчас покажу вам. Ну вот видите, какие ребята работают сзади меня. Роман Юрьевич, Да. вы свою машину сдадите в такой автосервис? Нет, Почему? у меня даже нет слов, я шокирован вообще, кто тут собирает. Ну вот, кстати, детали уже лишние появляются. Крыло установлено. Шумоизоляции нет. А это самое, сколько слил с вами вообще в среднем по времени? День, 2 недели, месяц. Мы будем машину оставлять, потому что она не эксплуатируется. Ну, в смысле, пока согласование будет. Мы будем сдавать в ремонт автомобиль. А куда? Не. Что? А как вы хотели? Подождите, нет. Это интересно. Вы как хотели. Есть законодательство, но мы все. Мы будем сдавать автомобиль в ремонт. Нет, вы ошибаетесь. Да. Мы будем сдавать автомобиль в ремонт. Я не знаю, зачем вам автомобиль. Я буду сдавать автомобиль в ремонт. Вот собственник автомобиля. Нет. Вот именно, что мы вас загнем по суду, потому что вы не исполняете требования. Какие требования? Ремонт. Не хотите выполнять ремонт. Есть направление на ремонт. Мы приехали в назначенный день. В смысле дефектов? Мы приехали в ремонт сдавать автомобиль. Ну и прекрасно, занимайтесь. Ну и все, все. Ну и погнали. Сдачи автомобиля в ремонт. Вот и мы его приехали сдавать в ремонт. Вы занимаетесь согласованием. Так. Ну и что? И дальше какие действия? Что? Это вы будете думать или российское законодательство будет думать? Или закон об ОСАГО будет думать? Или ваше руководство будет думать? Или Hyundai завод будет думать? Или официальный дилер Kia будет думать, Hyundai? Мы приехали автомобиль сдавать, никакого спора нету. Мы сдаем автомобиль в ремонт, все. Ну, в смысле не готов? Скажите день, когда вы готовы принять. Ну, когда это будет? Вот и прекрасно. Вот машина, вот автомобиль, принимайте в ремонт его. Да в смысле? Пишите тогда, что вы не готовы. Что вы не готовы принять в ремонт. Нет, не отказ нам не нужен. Нам нужен выполненный ремонт. В смысле судебное дело? Вы выполните свои обязательства. Какие у вас там запчасти, самолетом вы сами побежите. Какая нам разница? Не надо обсуждать собственника. Я представляю интересы собственника. Просто вот вы смотрите, вы говорите, что заведомо судебное дело и так далее, да? Здесь это ни при чем вообще. Потому что я хочу получить, я тоже не первый день работаю, да, как будут развиваться события. Дальше будет контроль качества ваших работ. А он не будет нагнуто, вы выполните ремонт. Нет, мы не будем нагибать ни страховую компанию, никого. Выполните ремонт согласно направлению. Мы же сверхъестественно ничего не требуем. Или я что-то не понимаю? Не, подождите, я требую законного уровня. Правильно, в законе что написано? 30 дней должен выполнить быть ремонт. В ремонт, мы приехали в ремонт сдавать. Что такое ремонт? Там что, расписано что ли? Что вы мне говорите?
согласовывать. Где это написано? Покажите мне пункт этот. Что вы должны что-то думать и чего-то заказывать. Ну, в смысле, техотказ, почему он будет написан? Не, почему он будет написан? Я не совсем понимаю. Правильно, потому что мы не готовы ждать 4 месяца. Вот и все. Мы не готовы В 30 дней. Почему? потому что с момента подписания акта принадлежащих ремонт пойдет 30-дневный срок, который мы не уложимся априори, это знаю. Судебное дело, суд 100% выполнит, вы получите ремонт, деньги, а с нас еще и сверху. Да вы подкованы. Не занимаетесь этим? Нет, нам надо выполнить ремонт. Наши варианты развития событий очень простые. Нам нужно сделать ремонт автомобиля. Все. Больше ничего. Нет. Смотря как вы сделаете. Я так не работаю. Я так не работаю. Можно. Да, каждый вот. Можно. Но должно быть все в рамках. Есть ГОСТы на это. Смотрите, вы сейчас согласовываете, да? Ну, допустим, берем 7 дней. Ну, грубо говоря, да? Дальше что? Так, сколько это? Ну, в среднем, вы же все равно знаете. Не-не-не, ну, на Крету Китая-то, по-моему, нету. Не-не, такие вещи, я разумный человек, я понимаю, о чем вы говорите, поэтому... Также я и принимаю автомобили, вот так же принимаю, нормально. Да, все верно, да, это мы знаем. Так вот, мы не берем какие-то молдинг, который с Арабских Эмиратов будет идти, да. Просто вот, ну, как бы Hyundai Creta, это не Nissan X-Trail. В принципе, он наш местный, питерский, и какие-то позиции там из вон выходящие, ну, которые требуют долгого ожидания, ну, нету. Ну, по крайней мере, то, что мы видим, да, вот. То есть, сколько приблизительно нужно времени на поставку. То есть, мы сейчас дефектуем, согласовываем. Вы формируете заказ, вы формируете... Нет, я хочу услышать понимание сроков, когда будет. По полной программе нас не получится покрутить. Мы хотим отремонтировать автомобиль. Все, что мы хотим, отремонтировать автомобиль. И не хотим потерять 6 месяцев на это. Просто должно быть понимание. 7 дней согласуем, 10 дней, 15 запчасти. Ну, грубо говоря, да. Я хотел бы, знаете, в следующий раз тоже, вот, например, после выполненного ремонта приехать сюда, да, с вами поздороваться, сказать, блин, все, я спокоен, реально машину сделаю. Ну, приблизительно вот так вот. 7 и там 10, да, 10-15, примерно. Это я понимаю. Я поэтому и спрашиваю. Примерно от 7, 10, 15. Хорошо. Пойдем вам на небольшую ступку. Пойдем. Сергей вас, да, зовут? Виктор меня зовут, если что. Надеюсь, мы выполним ремонт качественно. Я вам сейчас расскажу, как мы будем. Нет, мы сейчас с вами договоримся. Люди вменяемые, надо, ну, как бы, все понять, да? Как бы вопросов-то нету, делайте, пожалуйста. Я уверен, что вы сделаете нормально. Здесь понятие нормальности у всех разных. Не, послушай, я тебе хочешь видео покажу, фото покажу. Ну что, я насмотрелся не первый день. Вот, насмотрелся, знаешь. Я не докапываюсь, поверь. Я вот тебе обещаю. Если это будет адекватно, нормально, то вопросов никаких не будет. Мы посмотрим, но все на месте. Герметика везде присутствует. Покрашено, отполировано, собрано. Ничего не проебано. Все на месте, да? Отремонтировано там. Вот там на стойке дублирующая табличка. Ты же понимаешь, что это? Вот я недавно был в Санкт-Петербурге и принимал автомобиль. Там просто взяли и ВИН-номер вырезали нахуй. Просто вырезали и все. Вот теперь что с ним делать, бля? Он просто валяется в багажнике, понимаешь? Ну, можно было как-то это подумать. Ниже отпилить, я не знаю. Ну, как-то. Нет, просто вырезали и все. И хотим мы, Сергей, выполненного нормально ремонта. Вот от слова нормально. Без всяких вот, ну, придирок конкретно. Просто, смотри, если даже вот я тебе просто объясню, да, смотри. Вот криво лежит герметик, да? Ну, эстетический вид. Я вот это не придираюсь, хотя можно было бы. Но если его нету, ну, это же, он должен быть. Нормально сделайте, и все, вопросов не будет никаких. И никакие ни суды, ничего здесь. Нет задачи заработать денег каких-то. Есть задача сделать автомобиль, выполнить ремонт. Пускай, да, хорошо, мы согласимся, то это будет согласование, хорошо. Ну, опять же, это, ну, должно быть в рамках, да, там, ну, пускай это будет 20 дней. Все, запчасти у вас, через 20 дней вы позвоните.
позвонили, сказали: Александр, приезжайте, все будем ремонтировать. Ремонт там, 15 дней, я думаю, его при наличии всех деталей. Единственное, я хотел бы приехать после жестянки, да, перед покраской, посмотреть, что там все-таки, ну, как бы. И все, и на приемку. Ну, мы не будем подписку, конечно. Тут, кстати, написано, что согласование в течение 3 дней. Ну, это же вы ссылаетесь на него. И, кстати, по заднему бамперу тоже там были повреждения до ДТП, да? Там, наверное, что окраска будет, да? Ну да, окраску согласуют, а замену или там отремонтировать можно будет. Клиент хотя бы. Да, дополнительно, да? Сколько это будет стоить, ну, как бы рассчитать стоимость. Либо заменить, либо отремонтировать, ну, там, посмотреть надо его будет. Просто, нет, они просто так, как говорится, решили вопрос. Ну, или сын сдавал, да, назад там. Ну и там на месте разобрались просто. Ну, просто... Нет, вызывали. Ну, конечно, если выплата была. Ну, в общем, по заднему бамперу надо, в общем, если окраску согласуют, хорошо, как бы либо замену посмотреть на нее, либо отремонтировать. Клиент, ну, как бы, доплатит. Это уже отдельный. Да, про зеркало тоже, ну, как бы, если это повлияет на ремонт, сроки, я не знаю. Оно работает, греет, все поворачивается. Зеркало, крышку там покрасить только и все, само зеркало можно не менять. Ну, как бы, это тоже можно указать. Можете указать, что сделать. Да, готовы к общению, а вы сразу плохо о нас думаете. Проще я всегда говорю, если не можете взяться, ну нахера тогда брались? Не надо это делать. Не, ты просто не видел, как делают. Сами так делаете. Не, по ОСАГО, именно по ОСАГО. Просто не то, что волосы. Если ты работал, говоришь, маляром, у тебя вообще, наверное, тоже язык бы отвалился бы, и ты даже не смог бы, просто глаза бы твоим не видели это, как делают. А сумма 360, понимаешь? Я тебе могу фотографию показать, просто упадешь со стула. Может быть, его на потом оставим? Да, пока проверку, а дальше тогда уже приедем. Может быть, записаться на какой-то день. Человек просто с Фрязино, тоже ему как бы не ближний свет ехать. И ждать сейчас ему тоже куда-то на электричку сейчас ехать. Да, да, он бы забрал. Да, проверку согласуем. Ну, в смысле, напишем, дальше будем думать. Так, согласовано, размер оплаты. Вот, видите, вот как хорошо у вас написано. А вот у официального дилера Автоспеццентр столица Киев, у них написано просто бывшее употребление. А вот смотрите, как красиво написано. Установка бывших в употреблении комплектующих изделий, которые по своему качеству и комплектации должны соответствовать техническим условиям заводоизготовительного транспортного средства и технологиям ремонта. Красавчик. То есть, если она будет гнутая, шпаклеванная, вы такие не ставите. Ну вот, видите, а официальный дилер Киев просто говорит, что это нормально. Аж бушка, это ж бушка. Ну, понимаешь? Вот я про это и говорю, я-то им и говорил про это, понимаешь? Это никогда 80% капота и изнутри также отшпаклеваны, вот просто вот таким слоем, вот таким. Скоро видео будет, кстати. 6 месяцев. Меняли капот, бампер, 2 фары и переднюю панель. Нормально? Kia Ceed, заказ снаряд на 360 тысяч. Говорит, нам денег мало. Я про то, что тебе говорю, понимаешь, что все с помойки поставили. Ну и как на них не подать в суд, тут скажи. Если просто они забрали, пока там ОМОН не вызвали, на переделку, все офыркались и то же самое отдали. Корпус коллектора еще они вот то, что исправили, поменяли. Ну, он как был бит, так и остался. Был задир, а они такой же поставили. Зачем? Не совсем понял. Ну, причем глубокий такой задир, ну, вот это тоже пункт у вас хороший. В случае наличия претензий по ремонту, клиент письменно отображает указанные претензии. Кстати, относительно хорошее соглашение. Ну, такой редко встретишь. Так, сегодня продолжаем по Hyundai Creta. Осмотр будет перед покраской. Ремонт уже выполнили, детали заменили. Вот я приехал на осмотр после жестяных работ. Ну, давайте посмотрим. Так, дверь у нас новая. Ага. Стойку сделали, даже красить не надо. Это тоже новая, оригинальная. По стойке вообще супер. Крыло отремонтировали. Ну, еще, соответственно, отшпаклюется все дело. Даже не прожено. Обычно ежик. Итак, автомобиль я после жестяных работ осмотрел. Все нормально, все в порядке. Крыло заднее мы решили ремонтировать, соответственно, не менять его. Его отремонтировали без прожигов, качественно, все нормально. Остался вопрос по средней стойке, но мы также ее решили отремонтировать, а не менять. Почему? Потому что она не сильно была повреждена. Она останется без окрасов, дублирующая табличка останется оригинальная, но это целесообразно
целесообразнее намного. Вот. Небольшой вопрос остался по мелким вмятинам, но жестянщик сказал, что это все исправит. Вот. Поэтому не переключайтесь, дальше встретимся уже на готовом варианте, вот, когда будет все открашено и собрано. Ну и заодно я пообщался с маляром, чтобы он положил герметик там, где надо, покрасил по технологии. Все, увидимся. Итак, позвонили с автосервиса, автомобиль готов, я отправляюсь на приемку автомобиля. Погнали! И вот здесь у нас был прогиб небольшой, но он вышел. Потянули за старую дверь, собственно, все вышло. Даже покрашен прилично. Профессионал он увидит, как на заводе покрасить невозможно. Нет, я имею в виду, что без всяких. Герметик у нас есть. Проверяю наличие именно герметика, а не его красоту. Так, тут у нас все прилично, да? С проемом. По бамперу исправили, да? Так, новый диск колеса пока здесь, потому что резины нету. Напомню, фуру протащила, и вот на резине такие повреждения. Вот посмотрите, как выгрызла резину. Вот, ее согласовали под замену, но она пока не пришла. Тут зазорчики все ровненькие. Соответственно, герметик присутствует везде в швах. Вот видите, здесь двери промовилили на всякий случай. Здесь тоже, соответственно, герметик присутствует. Так, двери, напомню, новые оригинальные. Стойку мы не ремонтировали. Вот, слышите? Переход неплохо выполнен. Здесь у нас... Да, здесь даже все хорошо сделано. Порог тоже меняли на оригинальный. Все ровненько, хорошо. Посмотрим, что у нас здесь. Вот был ремонт у нас здесь. Ну, это немного. Вот прибор, если показывает 1500, это толщина кредитной карточки. То есть это... А тут даже полутора нету. Здесь даже вон прибор. На капоте не перекрашивали с первого раза. Да. Все верно. Ну, либо ободрали заново. Зазоры все нормальные, вопросов никаких нету. Переход сейчас потрут вот тут. Все остальное, все, что мы требовали, все сделали. Цвет нормальный, на улице я сейчас заезжал и посмотрел. Ну, сейчас еще раз посмотрим. Все хорошо же не может быть. Я обязательно должен что-то найти. Ну, нашли переход отполированный в районе. Сейчас 5 минут уберут, и мы поедем. Итак, друзья, автомобиль из ремонта Hyundai Creta принял. Недостатков по ремонту не обнаружены. Везде нас услышали. Заказали все те запчасти, которые нужно было. Новые, оригинальные. Положили везде герметик там, где он должен быть. Переклеили все наклейки. В общем, все сделали так, как положено, как должно быть. Я отправляюсь дальше. На связи. С вами был эксперт Морозов. Дальше будет интересно.